big, beautiful sound out of the Windy City, Chicago. Старшее поколение советских фанатов группы «Чикаго» впервые услышало их песни в коротковолновом эфире «Голоса Америки» в ожидаемых с нетерпением субботних программах 90 минут танцевальной музыки. Это было время самого начала 70-х, все были потрясены распадом «Битлз». Ведущая музыкальных программ «Голоса Америки» Маша Суханова пыталась успокоить молодых советских радиослушателей, мол, теперь есть кому сменить Битлов. Появилась новая группа под названием «Чикаго». И то, что делают эти парни, просто потрясающе. С этими словами Маша заряжала в эфир пробирающий до костей хит 70-го года. А в 67-м еще не было никакой такой группы «Чикаго». В том году они назывались очень дерзко и громко «Big Thing». И, безусловно, уже тогда претендовали на великие свершения. В начале их было всего 5, и все они обучались в престижном университете искусств ДеПаул. Уолтер Паразайдер осваивал классическую флейту и совсем не увлекался рок-н-роллом. С ним рядом на одном потоке специализировался по классу трубы другой студент Лил Лафнейн. Очень скоро они нашли друг друга в одном университетском джазовом бенде. Именно там будущий гитарист Чикаго Терри Кэт слыл неплохим басистом, и пульс его вертикального контрабаса идеально вписывался в синкопы молодого барабанщика Дэнни Серафина. Осенью 1966 года в студенческий бенд пришел новичок. Он перевелся в университет ДеПаул из колледжа Куинси. Звали его Джеймс Панков. И не было во всем университете лучшего тромбониста, чем Джеймс, вспоминает Уолт Паразайдер. Как-то после одного выступления Уолт подошел к Джеймсу со словами восхищения. Не думал, что тромбон может звучать так клево. Джеймс ответил ему, что избрал тромбон как раз потому, что клевым этот инструмент уже давно никто не считает. В 60-х все поголовно становились гитаристами, вспоминает Джеймс. И тромбонистом никто быть не хотел. Потому-то я и решил, если так, то мой инструмент тромбон. Осенью 1966 года в городе Чикаго, как и повсюду в мире, молодые люди заслушивались новым альбомом Битлз «Револьвер», где среди несхожих 14 песен ближе к финальному концу виниловой спирали затаилась одна вообще ни на что не похожая. Если современные битловеды не преувеличивают, утверждая, что Битлз дали направление развития буквально всем музыкальным тенденциям рок-н-ролла, будет справедливо считать, что джаз-рок был рожден в 1966 году именно этой битловской песенкой, где рок-н-ролльный риф был ярко обрамлен в пронзительную медь биг-бенда. Популярные мелодии Леннона и Маккартни повсеместно звучали в джазовых аранжировках. Но эту песню сами Битлз изначально изготовили в джазовой версии, и уже в 1966-м не было такого молодежного биг-бенда, который обходился бы без нее в своем репертуаре. Подобный рок-н-свинг, в общем-то, исполнялся и раньше, но именно то, что делали Битлз, попадало в центр внимания и отзывалось глобальным резонансом. Шестым в группу пришел электроклавишник Роберт Лэмп. Он вырос в нью-йоркском Бруклине и приехал в Чикаго играть блюз. В чикагских черных блюз-бендах всегда было тесновато от хороших гитаристов, но постоянно не хватало пианистов. Выходцы с хлопковых плантаций играть на фортепиано умели нечасто, зато белый изящно-рукий 20-летний нью-йоркер с клавишами управлялся отлично. Роберт только успел найти место в черно-белом блюз-бенде, как однажды утром у него зазвонил телефон. Что? Хочет ли он присоединиться к чисто белой полуджазовой полурок-н-ролльной группе? Это было что-то новенькое. Роберта подмывало тут же согласиться. Далее последовал менее приятный вопрос. Умеет ли он делать бас специальной педалью на электрическом клавишном инструменте Fender Rhodes? Роберт вспоминает, что в то время про такое даже и не слышал. Тем не менее, он бойко ответил, что умеет. Ему пришлось судорожно учиться басовым приемам уже в процессе. Питер Сетера вошел последним, седьмым участником.
как вокалист и бас-гитарист, тем самым освободив Лэма от слабоэффективной, как оказалось, клавишной имитации басовых. Он дал группе свой необычайно пронзительный, сразу узнаваемый вокал. Питер вырос в семье польских иммигрантов и в совершенстве владел бесполезным в рок-н-ролле аккордеоном. Он пробовал свой голос в местной группе и никак не мог придумать, куда во время пения девать руки. Потому и взял в них гитару. Чтобы гитара не выглядела пустой бутафорией, Питер постарался освоить хотя бы басовые ходы и стал со временем очень даже убедительным басистом. К началу 1968 года группа полностью оформилась в своем классическом составе, потеряв взамен претенциозно громкое название. Big Thing или «Большая вещь» — это хорошая вывеска для порнографического шоу, заявил новоявленный менеджер Джеймс Гуэрсио. Рок-группы так не представляются. Именно он и придумал новое название. Роберт Лэм вспоминает, как это случилось. Кажется, Джеймс долго не размышлял над этой проблемой. Мы стояли на шумной Мичиган-авеню, и он бешено жестикулировал своими пухлыми итальянскими ручонками, требуя срочно сменить название. В этот самый момент мимо проезжал обычный городской автобус. Его маршрут, как и положено, был прописан большими буквами по всему кузову: Chicago Transit Authority. Пускай длинно, но зато звучит отлично, радовался Гуэрсио. Джеймс был далеко не последним человеком на Columbia Records, так что приходилось его слушаться, ведь только он мог пробить группе запись дебютного альбома. В 1968-м вся музыкальная жизнь кипела в Калифорнии, и Гуэрсио предложил своим подопечным паковать вещи и отправляться через полконтинента в цитадель мирового шоу-бизнеса в город Лос-Анджелес. Идея успеха по Джеймсу Гуэрсио заключалась в том, что группа будет регулярно появляться на сцене популярного клуба за $20 ежедневно, в то время как он сам будет занят промоушеном. Джеймс должен был приглашать в клуб агентов фирмы Columbia и заострять их внимание на достоинства группы. Первая часть этой затеи проходила удачно. Каждый вечер музыканты в самом деле получали обещанные $20 на семерых, и безуспешно пытаясь разделить банкноту, они с нетерпением ожидали хороших вестей от своего импресарио. Гуэрсио не мог ответить им ничего утешительного. Агенты Колумбии совсем не восторгались свингующим рок-н-роллом, им казалось, что группа безнадежно отстала от времени. Джеймс был уверен, что его музыканты как раз чуток впереди, и он не сдавался. Когда после очередного прослушивания группа была в очередной раз отвергнута, Джеймс, сунув в карман заранее заготовленный демо, отправился прямиком к президенту компании, всемогущему Клайву Дэвису. Клайв Дэвис отличался обостренным чутьем, благодаря чему лейбл Columbia и был одним из самых насыщенных громкими именами. Однако и провалившихся проектов на его счету имелось немало. Список кандидатов на провал Клайв Дэвис уже занес молодых дебютантов из Нью-Йорка Blood, Sweat and Tears. Эта группа успела записать только свой первый альбом, критика его нахваливала, но раскупался он вяло. В коллективе начались ссоры и раздоры, и самые ключевые музыканты уже покидали его. Blood, Sweat and Tears исполняли как раз именно ту не совсем обычную по тем временам музыкальную смесь: свингующий джаз вперемешку с блюзом, кантри и рок-н-роллом. Глава фирмы размышлял над непростым вопросом: дать ли группе еще один шанс или же поставить точку. В этот самый момент перед его глазами и вырос Джеймс Гуэрсио. Протянув демонстрационный ролик с записью своей группы, он порекомендовал Клайву Дэвису прослушать его немедленно. Это интереснейший гибрид джазового свинга и рок-н-ролла. «Такого еще никто никогда не делал», — восклицал Джеймс. Президент компании без особого энтузиазма заправил пленку и услышал то, что и ожидал. Почти точную копию своих нью-йоркцев. Любой другой на месте Дэвиса отправил бы Гуэрсио с его джазовым рок-н-роллом подальше, но глава Columbia Records этого не сделал. Раз такого раньше не было, значит, этому суждено случиться, решил он.
Клайв Дэвис согласился дать разрешение на запись первого альбома с условием, что Джеймс Гарсио возьмет на себя дополнительную нагрузку и ответственность спродюсировать не только первый альбом своей группы, но и второй альбом Blood, Sweat and Tears, и сделает это в первую очередь. На Columbia Records не верили в успех этих неповоротливых громоздких мутантов. Когда Chicago Transit Authority прилетели всем составом в нью-йоркский студийный филиал фирмы, им выделили крайне урезанное студийное время – всего 5 дней по 12 часов. На группу явно не желали особенно затрачивать ни времени, ни денег. Становилось очевидным, что их, как и Blood, Sweat and Tears, считали особо рисковым, если не обреченным проектом. Но за 5 дней Chicago Transit Authority умудрились записать гораздо больше треков, чем могло вместиться даже в двойной альбом, хотя о двойном диске сперва никто и не заикался. И в этот момент Blood, Sweat and Tears неожиданно совершили таки свой сенсационнейший прорыв только что появившимся вторым альбомом. Тем самым они не только развеяли все сомнения, но и вызвали смутные ощущения того, что новая музыка уже приходит на смену уходящему саунду декады 60-х. Все эти предвидения прозорливого Клайва Дэвиса заставили его согласиться. Выпустить первый альбом схожей группы – неслыханное дело, двойным диском. После двойного белого альбома Beatles двойники не слыли новинкой, но еще никто и никогда не начинал творческую карьеру с записи двойного альбома, причем даже без единого предварительного сингла, ни разу не показавшись на каком-нибудь фестивале или телевизионном шоу. Но даже не это самое поразительное, а то, что до января 1969 года никто из музыкантов группы никогда в своей жизни не ступал ногой в звукозаписывающую студию. Всего за 5 дней, почти экспромтом, они накатали двойной альбом. Клайв Дэвис пошел навстречу, но опять с условием: пусть будет двойной. Но коммерческий риск он предложил компенсировать за счет гонорара музыкантов, урезав их долевой процент в 1,5 раза. Поскольку никто из группы этому условию не воспротивился, первый альбом увидел жизнь в апреле 1969-го, первым в истории звукозаписи дебютным двойным диском. С точки зрения знатоков шоу-бизнеса альбом ожидал провал. Но Клайв Дэвис, казалось, не был удивлен, когда спустя месяц первый массивный двойник сгромоздил себя на 17-е место в таблицах Billboard. Он продержался в чартах 148 недель до самого конца 1972 года. А Chicago Transit Authority быстро узнали в Европе, и под самый новый 70-й год они отправились в первые европейские гастроли. Где-то в это же время, к великому облегчению диджеев и особенно оформителей афиш, группа наконец-то сократила свое длинное название в одно слово – Чикаго. Оформление альбомов – немаловажная деталь имиджа группы, и в этом дизайнер Ник Васиано достиг своеобразного разнообразия. Манипулируя всего лишь одним словом, он разработал затяжную эстафету на тему вариаций всего того же хитро выкрученного Чикаго. Из альбома в альбом оно растянулось через все обложки дисков во всевозможных проявлениях. Петлистая Чикаго на всю обложку срабатывала эффективнее, чем фотографии человеческих лиц. В традицию группы также вошло лишать альбомы названий и нумеровать их римскими цифрами. Так было до 12-го. Тот по какой-то причине неожиданно был озаглавлен Hot Street. После него римские цифры неожиданно сбились на цифры арабские. Чикаго 2 записывался, как и первый, все так же наспех. На этот раз поджимал гастрольный график. Группа едва втиснулась в студию между концертными турами и в творческом пылу опять разогналась на целый двойник. Среди длинных сложных симфо-джазовых произведений особым первым блистало сочинение клавишника Роберта Лэма «25 or 6 to 4». Смысл заголовка, как в общем и содержании песни, для многих оставался неясным.
И Лэм устал объяснять, что здесь нет никакого тайного шифра. Это всего лишь время суток на циферблате часов. Летом того же года Питер Сетера стал жертвой одного неприятного инцидента. Взяв трехдневный отпуск между гастролями, он проводил время недалеко от своего нового лос-анджелесского дома, размахивая бейсбольной битой в городском парке. В том же парке развлекались и 4 морских пехотинцев, проходивших психическую реабилитацию после потрясений, выпавших на их долю в Индокитае. Заметив косматого рок-н-ролльщика, солдаты почему-то пришли в ярость и принялись пробовать кулаками на прочность челюсть Питера. Они успокоились, только сломав ее в 3 местах. Питер оказался в клинике, его сломанные челюсти стянули и замотали бинтами, но сам он был выведен из строя, по крайней мере, как певец. Это безрадостное происшествие имело сразу 2 благотворных последствия. Первое, его сломанные челюсти, срастаясь, не позволяли ему артикулировать достаточно активно, и он выработал самобытную манеру пения сквозь зубы. Второе, и, видимо, более важное, пребывая несколько недель в вынужденном бездействии, Питер Сетера впервые попробовал сочинять песни, и у него получилось. Первая песня пришла к нему в голову, когда он валялся на больничной койке и смотрел телевизор. Это было именно то лето 1969 года, когда нога человека впервые ступила на поверхность Луны. Глаза Питера следили за высадкой астронавтов на лунную поверхность, а уши слушали громкую трескотню телеведущих. Часто повторялись слова «Куда же мы отправимся отсюда?». Астронавты и журналисты несколько раз мусолили эту фразу, и Питер, схватив гитару, мысленно пропел ее как первое свое сочинение. В основном все лучшие темы ранних Чикаго сочинялись клавишником Робертом Лэмом или гитаристом Терри Кэтом. Аранжировки духовых расписывал тромбонист Джеймс Панков. Именно Панков придумал уникальную ритмовую манеру духовых пачек, ставшую эталоном, причем весьма сложным для подражания. Не стоит забывать, что группа Чикаго вышла в основном именно из фанатов джаза, а вовсе не рок-н-ролла. Почти все они обучались на джазовых или классических факультетах. Никто из них не называл кумиром своих детских лет Элвиса Пресли, и почти все они имели в числе своих ранних привязанностей Бенни Гудмана, Чарли Паркера и Дюка Эллингтона. Еще совсем недавно у них не было ничего общего с длинноволосой рок-революцией. Они считали себя дипломированными джазменами и несколько свысока посматривали на примитивных рок-н-ролльных самоучек. Однако шел уже 71-й, год их 3-го двойного альбома. Группа Чикаго обнаружила себя в самой гуще лохматой молодежной революции, и темы их песен тяжело дышали протестовым пафосом. Оглядываясь назад, Роберт Лэм вспоминает, что одно время считал себя убежденным революционером. «Чикаго-3» записывался в условиях катастрофической нехватки материала. Группа закрутилась в бесконечных гастролях. Свежие идеи почему-то не посещали их в дороге. Но что-то по крупицам наскребалось у всех понемногу. Приходилось неимоверно растягивать все треки импровизационными поисками, к счастью, обернувшимися находками. Третий двойник с логотипом на изодранном в боях флаге стал золотым, как и предыдущий. Он даже поднялся в билбордовских чартах до 2-го места. Тем временем Columbia Records, заметив наконец нарастающий спрос на все эти громоздкие раздвоенные монстры, решилась на редкое дерзновение. Президент компании Клайв Дэвис одобрил публикацию концертных записей группы, упакованных в толстую коробку из 4 виниловых дисков. На такой, по общему мнению, опасный шаг Дэвиса толкнул продюсер группы Джеймс Гуарсио. И снова глава компании дал уговорить себя в обмен на условие, предложенное на сей раз самим Гуарсио. Если вдруг в течение года этот чудовищный по объему и цене 4-й альбом разойдется менее 1 000 000 экземпляров, Гуарсио обязался восполнить финансовую потерю из своего кармана.
ему не пришлось выворачивать карманы. Этот гигантский аудио-титаник миновал все айсберги и выплыл к тиражу в 2 миллиона экземпляров. В толстой белой коробке на 4 дисках были собраны лучшие моменты из серии концертов в нью-йоркском Карнеги-холле, записанных между 5 и 11 апреля 1971 года. Все это появилось перевязанным подарочной ленточкой к новому 1972 году. В коробку был вложен архитектурный план Карнеги-холл. Разумеется, не забыли тщательно вычертить на белоснежном ватмане и слово «Чикаго» во всех его змеинообразных петлях и изгибах. Фаны группы остались довольны, но сами музыканты испытали первое творческое неудовлетворение. «Терпеть не могу этот мусорный ящик», — резко отозвался о четвертном Джеймс Панков. «Звукотехники Карнеги-холла запороли нам все выступление. Зал Карнеги – это очень тонкое сооружение с великолепной способностью к отражанию звука, и он совсем не рассчитан на электрическое усиление, и тем более под звучку медных. Усиленная медь резала барабанные перепонки словно ножовкой. Питер Сетера также не пребывал в восторге. Во время концертов кто-то из рабочих сцены постоянно зажимал мощность его бас-гитары, и Питер каждый раз пытался ее восстановить, но рабочий возвращался, грозил ему кулаком и снова зажимал звук. Похоже, он выполнял указания администратора зала, и похоже, что концерт проходил без микшерного пульта и даже без вмешательства продюсера, и записывался всего на 2 дорожки вращающихся бобин. Отсталость своего технического оснащения они обнаружили во время турне по Дальнему Востоку. В Токио местные представители Sony предложили группе записать еще один концертный альбом. На этот раз постарались высочайшие специалисты. Они соединили 2 8-дорожечных магнитофона, превратив их в один 16-трековый аппарат, и на каждую дорожку работал отдельный микрофонный вход. Звучание записи токийского концерта значительно превосходило лучшие студийные работы группы. Этот альбом вышел под лейблом Sony и имел хождение лишь на японских островах. Он не указывался в дискографии и по сей день считается филофоническим раритетом. Сбитый из неотесанных досок 5-й альбом выдавал некоторые признаки усталости. 5-й оказался непривычно одинарным. Все песни сжаты и поданы в более доступной манере с подчеркнутой претензией на хитовость. Времена менялись, FM-радио становилось более коммерческим и рефлекторно навязывало свой музыкальный формат. Альбом отличался только одним большим хитом. Джеймс Гарсио, убедившись, насколько безнадежно устарело студийное оборудование Columbia, опять решается на волевой и рисковый шаг. Где-то в диких скалистых горах Колорадо он покупает ранчо и перестраивает его под студию звукозаписи. Продюсер оснастил ее самой передовой техникой и даже не забыл приспособить старый деревянный сруб под весьма удобное и просторное жилище. «Чикаго 6» снова одинарный. Стал первым альбомом, целиком записанным на ранчо, и мы впервые замечаем на обложке изображение стройного ветвисто-рогого оленя. Этому благородному жителю скалистых гор суждено было позировать по крайней мере на 5 альбомах. Осенью 1973 года группа приехала на ранчо еще раз, чтобы записать свой 7-й альбом. Видимо, высокогорные панорамы вдохновляли на творчество, ибо 7-й неожиданно разросся застарелым рецидивом опять в двойной диск, и на сей раз это уже был точно их последний двойник. В его развороте мы можем разглядеть всю великолепную 7-ку, облепившую загон для лошадей. И хотя приходится только догадываться, кто есть кто на снимке, все же глаз ухватывает панораму великолепных гор
инспирировавшую группу, по мнению знатоков, на самое высокохудожественное, по-настоящему артовое джаз-роковое произведение. Питер Сетера утверждает, что аскетизм ранчо ощутимо давил на него отсутствием женского пола, и во время осенней сессии 1973 года он как-то особенно грустил по своей очередной невесте. Белоголовый Питер восседал на горном склоне, разглядывая с высоты орлиного полета штат Колорадо, и остро ощущал, как ему ее не хватает. Мало-помалу, тихую грустью, ощущение это сложилось в слова песни. Протяжные меланхоличные завывания в бэкграунд-вокале сгущали тоску Питера до более знакомыми тембрами. И не сразу приходит в голову, что фальцетные завывания эти принадлежат группе Beach Boys. Beach Boys оказались на ранчо по случаю записи своего собственного альбома. Питер Сетера, единственный из группы не особый джазмен, с тинейджерских лет слыл великим фаном Beach Boys. На ранчо ему посчастливилось познакомиться со всеми братьями Уилсонами, и они не отказали составить ему вокальную панораму своей божественной, словно церковный орган гармонии голосов. Становилось заметно, что Питер Сетера все точнее затачивает перо под хитовые баллады. Продюсер Джеймс Гарсио был сражен наповал лирикой новой песни и особенно голосами Уилсонов. В приступе эйфории в который раз он не удерживается от дерзновеннейшего эксперимента. Заручившись согласием старшего из братьев Уилсонов, продюсер сложил и перемешал музыкантов обеих групп в единую многолюднейшую свингующую толпу, обозвав сей гибрид «Бичаго». Летом 1975 года он отправился с ним в трансконтинентальный тур, поражая стадионы крупнейших городов Америки. Пожав урожай рукоплесканий, группы разъединились, и Чикаго вновь отправились на свою горную студию, где записали «Чикаго-8». А 9-й даже не нужно было записывать, потому что набралось уже достаточно материала и на первый Greatest Hits. Но если быть справедливым, то именно следующий «Чикаго-10» более плотно насыщен большими хитами, чем их предыдущий специальный выпуск. Дошли Чикаго и до Советского Союза. В 1974 году фирма «Мелодия» выпустила памятный миньон вокально-инструментальные ансамбли с песнями без указания групп. Одной из них был Deep Purple, а под названием «Борьба» до советских слушателей дошла и песня американской группы «Чикаго». Эта группа сыграла особую роль в становлении советских ВИА. Конечно, наши музыканты слушали много всего, от Beatles до King Crimson, но Чикаго особенно пленяли. Поп-рок с джазовым уклоном, классной ритм-секцией и дудками, фанк в умеренных белых дозах. И что важно, никакой идеологии. Многие ВИА под влиянием Чикаго привнесли в свой состав сочную духовую секцию, как это сделали, например, «Добрые молодцы» в 70-м году. Не уверен, что это прямое заимствование, но начало песни Юрия Антонова «Отчего», исполненный веселыми ребятами, очень напоминает старт «At the Sunrise» с альбома «Чикаго 3» 1971 года. Уверен, что наш маэстро, который всегда стремился держать нос по ветру, вдохновлялся в том числе и этой американской командой. How could I be happy without her by my side, without her smiling face at the sunrise? Еще недавно я любимый мир, отчего внезапно изменился мир. Но одно дело намеки и влияние, и другое полноценные перепевки.
Единственный в СССР кавер на Чикаго записал Виа Радуга и Стерли Тамака. Песня вошла на миньон «Возвращайся» 1984 года. «Теплая зима» – русскоязычная версия песни «No Tell Lover». Но вернемся к нашим героям. 10-й альбом Чикаго – это тот самый, глядя на который возникает обильное слюновыделение. Знаменитый «Чикаго в шоколаде» изобиловал сладострастной лирикой Питера Сетера, и его сладчайший опус «Если ты меня покинешь» обозначил кульминацию успеха группы, как наивысшее их достижение в чартах, эфирной популярности и в таблицах раскупаемости. Осенью 1976 года этот гимн юношеской влюбленности взлетел прямиком на самую высшую отметку во всех списках, а «Чикаго 10» стал первым в истории группы платиновым диском. А дальше так уж проходит дорога успеха. Минуя вершину, снова попадаешь на склон, устремленный уже, увы, не вверх, а порой даже обрывающийся резко вниз. Можно назвать две основные причины их неожиданного творческого спада. И обе они прямо противоположны друг другу. Первая, как это ни странно, их успех. Вторая – трагедия. Успех песни превратил группу в заложников ее популярности. Сладкий успех Чикаго 10 сделал их всех миллионерами. Армия фанатов группы разрослась в десятки раз, и все они желали получить очередную красиво упакованную сладость. Под давлением со стороны компании группа была обречена штамповать репродукции, смоделированные по образцу своего самого прибыльного сингла. Среди музыкантов и без того царило уныние и разочарование, когда в январе 1978 года, как всегда, неожиданно обрушилась трагедия. Гитарист группы Терри Кэт, уверенный, видимо, в том, что судьба целиком на его стороне, тем не менее решил заручиться подтверждением, сыграв с ней в русскую рулетку. Загнав одну пулю в семизарядный револьвер, он крутанул барабан и приставил ствол к виску. Нажав на спуск, он вряд ли успел осознать, что судьба все-таки была вовсе не на его стороне. Терри славился величайшим мастерством. Сам Джимми Хендрикс считал себя его фанатом. Все, кто потом пытались заменить гитару Терри, не могли удержаться в коллективе. Последний альбом, где мы все еще слышим его, был «Чикаго 11». Последний, по утверждению давних поклонников, хороший альбом группы Чикаго. С потерей Терри, говорит Джеймс Панков, исчезло не только звучание его гитары и голоса. Улетучился сам дух. Группа даже объявляла о своем распаде, и многое, что мы потом делали, исполнялось машинально. Попытка самоликвидации Чикаго была отвергнута самой судьбой, в целом бывшей все-таки на стороне группы. В сентябре 1978 года вышел очередной альбом, обозначенный на сей раз не римской цифрой, а заголовком. Место Терри Кэта занял молодой кудрявый белокурый юноша, несомненно отличный гитарист Донни Дакос. Его даже можно было разглядеть, так как группа наконец показалась на лицевой стороне обложки, впервые доминируя над сжавшимся в размерах лого. Дальнейшая нумерация дисков ни с того ни с сего сбилась с римских на арабские цифры, и 13-й Чикаго раскупался удивительно неохотно, став их первым финансовым провалом. Продюсер Джеймс Гуарсио по общему решению уже давно был отстранен от сессий группы, и в начале 80-х уже казалось, Чикаго ушли в историю. О том, что они все-таки существовали, напоминали лишь скудные заметки в прессе, и в основном о том, что Колумбия порывает с группой ввиду полного бездействия последней. А затем нежданно стали появляться новые альбомы и уже под солидной эмблемой Warner Bros. Начиная с 16-го по счету диска, Чикаго запускают серию успешных записей. На 18-м, однако, прислушавшись, мы с удивлением не распознаем голоса Питера Сетера.
Оказывается, после предыдущего успеха Питер отправился пробовать себя сольно, а его место заполучил 20-летний Джейсон Скиф. Вскоре группу покинул еще один коренной чикагец, барабанщик Дэнни Серафин. Таким образом, из основателей группы остались только 4. В последующие годы жизненные цвета коллектива продолжали периодически меняться. Уход из состава лидирующих исполнителей и отсутствие полноценной замены им, выпуск неудачных и успешных альбомов, смена лейблов и грандиозные гастрольные туры. Несмотря на эти трудности, на данный момент ясно одно – группа Чикаго по-прежнему в строю, и последний студийник 2022 года тому подтверждение. Чикаго, как и прежде, продолжают работать на стыке рока, соула, фанка, джаза и поп-музыки. В 21 столетии группа звучит не менее профессионально и сочно, чем в свои лучшие годы. И все-таки есть музыка, имеющая значение только для фанатов жанра, а есть музыка, имеющая абсолютную ценность. Как их отличить? Да так же, например, как простолюдина отличают от аристократа. По богатству, по одежде, по манерам, по разговору или по интересам. На мой взгляд, группа Чикаго – это определенно аристократы рок-музыки, как бы кому она нравилась или нет.